Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. И сегодня у нас выездной стритфуд, тот, которого вы так долго ждали. Мы посетим несколько мест, попробуем аутентичные стритфудные блюда. И первое местечко, куда мы заскочили, в основном специализируется на мидиях, я хотел сказать. На устрицах, конечно же. Само собой, это дешево, вкусно и интересно. У них они под разными видами. Мы их тоже здесь всех попробуем. И еще что-то у них подается. В общем, пробуем все подряд. Едем по стритфудной улице. Ну и что ж, сразу же с места в карьер. Принесли нам устрицы. Я, естественно, спросил, какая разница в цене. Потому что у них вот там самая заглавная цена написана 5000 донгов за одну устричку. Но здесь у нас есть прям сырые подо льдом. Есть подзагриленные без всего. Есть подзагриленные с лучком. Также у нас на столе приборы и все прочее. Да, и васаби тоже имеется, соевый. Стоят они, я не помню сколько, 5, 6 и 7 тысяч, соответственно, донгов. Я не думаю, что это большая разница. Давайте пробовать, насколько они, самое главное, в стритфуде здесь свежие. Начнем с самого свежего, естественно. Ну, суета у них здесь, конечно, капитальная. Бегают все вокруг нас, но ничего. То есть мы передаем прям конкретную такую аутентичность того, как это на самом деле происходит. А, вот нам еще советуют обязательно соли той самой. Давайте, конечно. Вот, спасибо большое. Синкамон. Ну и что ж, давайте обязательно попозже. Летную. Синкамон. С ноги не снято. Сейчас я это отковыряю. Ну, свежак, только открыли и готово дело. Хо-хо, васаби-то, как всегда. Вот, во вторую устричку я положил много васаби. Вот, ребята, не больше, чем вот такую пипульку кладите. Серьезно. Вот этот вот хрен ядрен собой. Роман. Не, спасибо, я сырую не хочу. А почему ты сырую не хочешь? Я боюсь. В смысле? Столько лет живешь, и ты просто не любишь сыры, или ты боишься, что здесь что-то плохое? Я насмотрелся видосов, что там черви могут быть. Я же не собираюсь в лотерею такую играть. Устрица свежая, хорошая. Но васаби сегодня какой-то у них особенно ядреный. Либо я отвык немного. Ладно. К свежести я придраться не могу. Ни в коем случае. Здесь все хорошо. Ну и что ж, давайте по-быстрому, ровно так же от этих-то ты не откажешься. Нет. Попробуем уже приготовленные. А ножичек нам здесь сами подали. Ну, не так-то просто даются нам, господа, эти перемещения и обзоры. Дело в том, что в предыдущем месте, когда мы были готовы пробовать уже следующее блюдо, там зарубили музыку. И музыку настолько громкую, что вы бы меня просто не услышали. Вот этот шум дороги, который сейчас присутствует, ничто по сравнению с тем, что было там. Мы было предприняли какие-то попытки, чтобы, ну, как-то это сбавить, но, в общем, возможности этого не было. Прежде всего, те самые устрицы, которые с жареным лучком и дополнительными специями. Да, очень вкусно. Внутри небольшой кетчуп или, скорее сказать, тот самый острый чили соус. Это неплохо. Это качественно подзажаренная штука. Она мне действительно очень понравилась. Просто же подзагриленные устрицы с солью и перцем. Ну, в целом, соль и перец здесь решают вообще капитально. Мне зашли все виды устриц, которые там были.
сожалению, нам не получилось там попробовать кашу, именно по той причине, что они действительно, включили музыку настолько громко, что при этом повлиять мы на это не можем. Это включили соседи, как говорится, а не хозяева той самой кафешки. Короче говоря, дешево, вкусно, пробовать обязательно можно. Роман, тоже мнение по поводу устриц. Да, вот особенно та, которая с луком. Это, наверное, из всех устриц, что я вообще пробовал, мне вот это наполнение больше всего понравилось. И в целом устрицы отличная, цена просто непонятно, почему такая дешевая. Захотел, мимо проезжая устриц поесть, прямо много, пожалуйста. Да, то есть у нас теперь, получается, 2 места существует, которые мы встречали, где устрицы крайне дешевые. Первое, это вот здесь вот обзорчик появится, и это в курортной зоне, а второе, вот здесь вот. Господа, welcome, отъедаться устрицами. Это очень даже неплохо. А теперь то местечко, куда мы заскочили, готовит обычные обеды, завтраки, и, может быть, для кого-то это и ужин, что неплохо здесь. Яйцо есть, рис есть, мясо имеется, овощи также в наличии. Чё бы и не попробовать. Единственное, что я могу пока сказать, то что в одном блюде яйцо пережаренное и вообще не пойми во что превращенное, а другое вот такое жидкое. Я хочу его в рис, пока он горячий, замесить. Не люблю я, знаете ли, яйца прям сырые. Вот. Рисок, благо, горячий. Вот пускай оно там и подсварится. А мы пока жареный тофу попробуем. Или это яйцо, или что это? Где это? Это типа мясной рулет. Мясной рулет, ага. С этого и начнем. Такое впечатление, что рыба, лапша и не пойми какой вкус. На самом деле, серьезно, эта штука необычная. Я не скажу, что ужасная. Посмотрим, что скажет Рома. Специфическая, да, ни в коем случае не противная. Что по поводу соусов, которые здесь присутствуют? Я когда вот так вот взял, сначала понюхал, почувствовал запах йода. Рома говорит, да это рыбные там оба соуса. Я говорю, давай попробуем. Вот я вот так взял, налил. Попробовал. Не, это йод на вкус. То есть как будто бы разбавленный йод. Серьезно. Ага, вот нам обычный, значит, принесли соевый. Но вот этот соус, я надеюсь, найдутся любители йода. Я давайте тоже попробую. Это крайне, конечно, необычно. А вообще что-то в этом есть. Ром, действительно. А ты съел уже котлетку эту? Попробуй с ней. Я попробую. Ты имеешь в виду с соусом? Да. Я не могу, я съел уже всю. Попробуй что-нибудь другое с ней. Неважно, с этим соусом. Короче говоря, долго на этих котлетках останавливаться не будем. Вкус у них интересный. Еще более интересный вкус у этого соуса. И это все неплохо, на мой взгляд. Ни в коем случае не противно, ни в коем случае не хрень. Рома вряд ли скажет слово хрень в данном случае. И, Ром, давай. Быстренько по котлетке, а дальше здесь все простое. Котлетки, да ничего, такие. Вкус необычный, но даже вполне себе и вкусно. Вот. Давайте мясо, а рисом потом полирнем. Мясо. Вот такой хороший кусок, да в соевой. Quay mấy em quay từng miếng thật chắc cho bỏ miệng nữa. Это хорошая,
Супер вкусное прожаренное мясо с соевым соусом. Вообще здорово и кайф. Я заранее сразу же полью немножко рис вот так. Ну, это отличное мясо. Его немало. Здесь можно, как говорится, не то чтобы сильно разгуляться, но можно. Мягкое. Очень неплохо. Ну, это свинья, естественно. Овощички. Ну, это местные маринованные, которые мне, честно говоря, из-за своего аромата вкуса не очень нравятся. Это не наша мариновка совсем. Ну да. Для нашего, знаете ли, обычного человека такая мариновка будет, ну типа они пропавшие, такие испорченные. Но нет, они здесь так любят. Ну и что ж, самое главное — рис. Что, яйцо-то сварилось там? Ну, скажем так, почти. Первое впечатление — едал я и повкуснее. А вот второе впечатление уже немножко получше. Действительно. Интересно, лук прям сырой. Ну, это для любителей, как говорится. Я вот огурчик. Но вы знаете, это очень даже неплохо. Тем временем я покажу Ромину тарелку. Действительно неплохой рис. Вначале, ну, Ром, давай. Тебе, очевидно, больше понравилось. Я скажу так. Вкусно, нормально. Ничего сверхнеобычного. Другое дело цена и так далее. Это мы сейчас вернемся к этому. Роман, по вкусу. Ну, вот на мой вкус мне прям очень понравилось. Здесь приготовлено просто качественно, без каких-либо ошибок в готовке жареного риса. Как дома мама приготовила, да? Да, особенно мясо еще очень вкусное, мне тоже очень понравилось. Ну, прям вообще супер. И цена, и качество замечательно. Ну и теперь, господа, 2 секундочки вам на угадывание цены этого блюда. 1, 2. Все прикинули, сказали. А я озвучиваю. 35 тысяч донгов за вот это дело. Все вместе. Хорошо погрильная свинья. Очень неплохой, либо очень вкусный рис, по мнению Ромы. Овощи есть, всякого разного вида. Плохо это или хорошо, решать вам. А я пожую мясо, и мы поедем дальше. Ну а следующее место, куда мы заехали, это не одно место. Мы не специально сюда приехали, просто здесь находится достаточно много уже местечек, где мы можем покушать. Здесь мы съедим салат. Дальше мы перейдем и посмотрим, что у них там есть, помимо супа фо, например, или какой-то еще лапши. Начнем с салата, а дальше пойдем. Напротив места, где нам подали салат, мы увидели местечко, где можно присесть. Поэтому мы сюда и пришли. Естественно, мы просто так здесь салат сожрать не можем. Но у них, по счастливому стечению обстоятельств, еще и огромный, и, я надеюсь, вкуснейший супешник подается. Сейчас мы его, пока он горячий, и попробуем. Салаты и так холодные, мы их успеем попробовать здесь. Сначала съедим то, что нам здесь подали. Я прекрасно помню, когда мы были в Ханое и кушали суп фо, ссылочка появляется, нам ровно такой же перчик подали. Мы положили его достаточно много и потом, можно сказать, немножко пожалели. Поэтому вот пускай он здесь один поплюхается. Слушайте, по наполнению суп, конечно, да. Ну, посмотрите. Здесь на косточке, и это полноценный отрез, а вокруг вот мясо. И здесь еще раз, грубо говоря, то же самое. Плюс еще пельмешки и до хрена лапши. Ну, вы посмотрите. Ну, это полноценный ужин, ребят. Это полноценный ужин. Добавим соевого. Здесь я проверил, это тофу. Я его сюда добавлять не хочу. Нам соевого будет вполне достаточно. Так, острота давай замешивайся. И быстренько вот так лапшички для начала. Да, и нам еще кучу зелени подали. Для начала быстренько
лапши. А бульон неплох. Лапша успевает пропитаться. Я бы даже сказал, очень вкусненько. Пельмешку. Анисовая. С интересными дополнительными специями. Это не супермаркетская, Ром. Я в супермаркете таких не встречал. Вкусная. В супермаркете обычно сладкие какие-то, еще что здесь нет. Кусок мяса бы сейчас еще отковырять. Иди сюда. Вот так. Мясо достаточно нейтральное. Я вот давайте так грызну. Здесь много мяса, ребята. Вот этого кусочка и так бы было достаточно. А здесь посмотрите еще какой огромный. Ну вот Рома тоже правильно сделал. Он дополнительную вот эту зеленюху кинул. Все, в общем-то, попробовал. Ром, перед тем, как я буду распинаться настолько, насколько это вкусно, расскажи свое мнение. Вполне себе достойный суп, прям на уровне фобо, но, соответственно, с совершенно другим вкусом, но отличная находка. Я такой здесь ни разу не пробовал. Вы знаете, надо сказать, что прежде всего меня здесь порадовало наполнение. Фобо бывают разные, как вы знаете. В одном бывает очень много мяса, и он и стоит подороже. Здесь очень много мяса. Это не то, что косточки, знаете ли, как иногда встречается. Здесь тебе кинули косточку просто так, и все, вот наслаждайся ей. Здесь на этих костях очень много мяса. Лапши также дофига. Присутствуют интересные пельмешки. По поводу вкуса пельменей, Ром. Мне понравилось. Это не покупные. Вообще не магазинные, да. Вообще не магазинные, да. Поэтому это самостоятельное блюдо. Люди сами готовят. Окей, это я попрошу упаковать с собой. И, наверное, для Туин возьму еще один такой же. Чтоб у нас на ужин тоже что-то было. Ну а сейчас попробуем салатики, которые мы вот там взяли. Давайте распакуем это дело. Комплектация следующая. 2 хлебушка. Рисовые, симпатичные, хрустящие. Собственно, сам салат. Дополнительный соус. Ну и, естественно, палочки. Ну, навален это на полный контейнер, как говорят. А, что я буду их использовать? У нас тут, как говорится, свои имеются. Ну что, поливать? О, спасибо. Это по поводу того, что мы кушаем что-то другое в заведении, которое готовит что-то другое. Нам услужливо даже, не то что не выгнали, а принесли мисочку, чтобы мы соус налили. Вот так вот, ребята. А не то, что со своими напитками или еще чем-то там заходить нельзя. Сейчас у меня уйдет некоторое время, чтобы открыть. Они так плотно заворачивают, что капец. Салат со свиными ушами, овощами и разной травой. Стоил он, кстати, господа, не так-то и дешево. По 50 тысяч донгов. Мы 2 штуки взяли. Ну что ж, так и попробуем. Давай, чтобы не развалилось. Для начала просто ушко. Просто вареное. Без всего. Где тут еще уши? Я хочу вместе с лучком, с салатом какую-то такую вот, с ушами, со всеми делами и макнуть в соус. Да, вместе с соусом это меняет все. Это ровно тот самый вкус, который, конечно же, присущ только, наверное, этой стране. Вот эта кисленькая трава. Ее ни с чем не перепутаешь, когда здесь ее попробовал. Свежий лук, морковка, другие зеленюхи, мясо, уши, похрустеть. Так, сами по себе, как я уже выше говорил, они нейтральные, а вот это другое дело.
самая главная тема этого салата – это вот этот соус. Все остальное достаточно нейтральное. Ну, кроме, наверное, базилика, вот этой вот самой травы. Точнее, это мята. А базилик есть? Нет, базилика не вижу. Мята и вот это вот кисленькая трава. Да, ну и как у них принято вообще, в принципе, этот салат кушать? Отламываешь кусок хлеба, берешь вот этого салата, соус сверху и вместе с хлебом кушаешь. Тогда это получается еще дополнительно интересный вкус, потому что вот этот хлебушек вкусный. Но это ладно. Роман, в целом ничего удивительного здесь мы не обнаружили. Просто это хорошая порция с приличным количеством ушей, потому что я вижу, так, да, действительно их навалено. Но мы пробовали это уже много раз. Пробуй, говори. Слушай, салат просто отличный. Здесь все, что я люблю. Свежий лучок, вот эта вот капуста фиолетовая, мне она очень нравится. И в сочетании со всеми остальными овощами и вот этой вот кислой травой, это вьетнамский кориандр. Блин, просто супер. Да, это хорошо. Это очень неплохо. Без соуса и не надо, а с соусом пусть будет. Ну и следующее местечко, куда мы зашли, славно своим рисом. Но это, господа, не просто жареный рис. Это клейкий рис на пару. В итоге мы заказали, естественно, 2 штучки. Это полноценный набор на поесть. Стритфуд ровно то же самое. То есть всегда подается все здесь на вынос. Но мы нашли местечко, опять же, где и присесть очень рядышком. Короче говоря, это совершенно другой вид риса. Кушается ровно так же по-другому, потому что здесь еще и присутствует обсыпка. Это довольно интересная штука. Давайте пробовать. Стоит вот такое блюдо 25 тысяч донгов. Колбаски, естественно, покупные. Завалено... яички имеются, перепелиные малюсенькие. Вот это анисовая. Ром, вот это анисовая, твоя любимая. Рома сейчас будет срочно выискивать ее оттуда, откладывать. Ну, собственно, так же, как и я. Ну и ладно. Давайте вот так вот и куснем. И все вместе с присыпкой, со всеми колбасками. Этот рис совсем другой рис. Он полит острым чили соусом. Это жвачка, которая прилипает к зубам, но она прикольная. Здесь есть что пожевать, и это вкусно. Это, черт возьми, действительно вкусно. Так, давай, кусочек. Огурчик. Вы знаете, несмотря на всю простоту этого блюда, может быть даже какую-то его несуразность, потому что здесь вот эти вот нарезанные колбаски, которые как раз в супермаркете продаются, кое-где даже та самая анисовая продается, которую я до сих пор так и не понял. Это очень вкусный рис. Вот этот самый клейкий рис, приехав сюда, ну вы просто обязаны попробовать. Он здесь продается в разных совершенно вариантах. Поэтому я скажу так. Ребят, попробовать это стоит. Тем более, что это очень недорого. 25 тысяч. И, соответственно, да, это вы приятно будете удивлены таким вкусом риса. Роман. Слушай, ну я никогда не был фанатом вот этого клейкого риса, и здесь тоже не исключение, не особо я его люблю. Я больше предпочитаю жареный. А все остальное, колбаски вот эти, яйца перепелиные, вполне норм. На мой взгляд, набор 25 тысяч, которые за это просят, очень даже того стоит. На сегодня все, уже все закрываются, достаточно поздно, ничего нового мы не найдем. Ну и это, очевидно, не последний раз, когда мы путешествовали на свободном выпасе по стритфудовским местам. Что ж, вот так мы сегодня проскочили по стритфудной улочке. Вернее, неправильно будет сказать, что это стритфудная улочка, это обычная улица. Стритфудную мы уже посещали, а здесь это ровно то, что вы можете встретить практически на любой улице, потому что здесь очень много людей, кто такое продает.
естественно, не последний раз мы на свободном выпасе вот так вот гуляем и посещаем все подряд. Ну и да, пишите, какой вариант вам больше нравится. Выездной, вот так вот, когда мы все на улице пробуем, как as is, то есть как и есть. Либо мы можем просто прокатиться, все закупить и попробовать уже у себя дома. Как всегда, огромное спасибо тем, кто уже поддерживает наш канал. Без вашей поддержки не получилось бы у нас выпускать ни одного видоса. Напомню, как это можно сделать: разовым донатом в описании, все ссылочки, разовым донатом через Donation, подписка на Boosty, подписка на Patreon. И сейчас еще будет возможность сделать донат разовый на PayPal. Я вот сейчас смотрю, а еще у нас следующее местечко. Я бы его с удовольствием посетил, но уже места нет. А там есть жареный рис, жареная лапша и еще что-то, что я не знаю, как перевести. Короче говоря, оставим стритфуд еще и на следующие дни. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. О, пошла жара. Ногтей нет вообще. Ого, кусочек. Подходит. Да нет, это подожди, это что-то подожди. Я так много в рот не запихаю. А, она огурчик режет. Имеется в виду, что Рома сейчас переведет и покажет, как она это делает. А она уже это не делает. Всем пока еще раз.